Всем привет! Я Алекс Лампер, и сегодня расскажу об особенностях WebStorm, каждая из которых не тянет на отдельное видео, но заслуживает внимания и раскрывает потенциал работы в IDE с клавиатуры. Для многих сочетаний клавиш, которые подразумевают обратный эффект, необходимо добавить зажатую клавишу Shift, чтобы его произвести. Например, Command-Z для отмены действия и Command-Shift-Z для повтора отмененного действия. Command-W для выделения слова и Command-Shift-W для его снятия. Ctrl-Tab для перемещения вперед по недавним файлам и Ctrl-Shift-Tab для перемещения назад. Enter для перехода к следующему поисковому вхождению и Shift-Enter для движения в обратную сторону. Для тех же сочетаний, которые не подразумевают обратный эффект, добавление клавиши Shift логически расширяет и дополняет возможности команды. Например, Command-C копировать выделенный фрагмент, а Command-Shift-C копировать путь до файла. Command-K вызвать окно коммита, а Command-Shift-K вызвать окно пуша. Command-B переход к определению символа, а Command-Shift-B переход к его типу. Command-F или R соответственно поиск или замена по файлу, а Command-Shift-F или R поиск или замена по проекту. Enter для перевода курсора на следующую строку с разрывом в месте курсора, а Shift-Enter делает то же самое, но без разрыва строки. Speed Search работает в любом окне и панели инструментов, где не требуется зажатие других клавиш и пальцы свободно перемещаются по клавиатуре. Не нужно запоминать конкретные места, достаточно просто начать печатать в том месте, где хочется что-то найти. Для перемещения между результатами можно использовать клавиши вверх и вниз. Причем системный язык не влияет на результат поиска. Для того, чтобы свернуть или развернуть древовидную структуру в интерфейсе редактора, достаточно нажать стрелку вправо или влево, например, в панели проекта, в настройках, в окне коммита, в панели результатов при рефакторинге. Нажатие клавиши Escape всегда возвращает курсор в окно редактирования. Поэтому, если вы потерялись или не знаете, как вернуться в окно редактора, то просто нажмите Escape. При этом нажатие Escape с зажатой клавишей Shift закроет активную панель, где находится курсор, и тоже переместит его в редактор. А если открытых панелей оказалось слишком много, то закрыть все их разом поможет сочетание клавиш Command-Shift-F12, повторное нажатие которых вернет панели в прежнее состояние. Нажатие F4 всегда открывает файл в редакторе кода. Это можно проделывать на выделенных файлах или во время просмотра файла в диалоговом окне. Выполняемая команда называется Jump to Source, что, следуя логике, также работает и для навигации к объявлению переменных, функций и прочего в окне редактора. Чтобы быстро посмотреть содержимое файла, не открывая его в редакторе, можно нажать пробел на выделенном файле на панели проекта. Откроется небольшое окно для предпросмотра. Работает как для текстовых файлов, так и для изображений. Чтобы перейти к редактированию просматриваемого файла, достаточно нажать уже знакомую клавишу F4. WebStorm хранит всю историю записей в буфер обмена, сделанных внутри IDE в рамках рабочей сессии. Получить к нему доступ можно сочетанием клавиш Command-Shift-V. Выбрать требуемый элемент и нажать Enter для вставки вместо курсора. Это очень удобно, когда хочется скопировать сразу несколько фрагментов кода и перенести их в другой файл. Либо чтобы вернуться к информации, которую по случайности перетер новым копированием. Чтобы быстро перейти к соседнему файлу в папке, не переключаясь на панель проекта, поможет сочетание клавиш Command-Home, которое переносит курсор на панель навигации. На маленьких разрешениях может существенно сэкономить место за счет отключения панели проекта. Тестировать регулярные выражения можно по месту их написания, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню. Будет работать только с регулярными выражениями, объявленными через литерал, либо конструктор, но без использования вычислений в рантайме. У меня на этом все. Используйте свое время с умом и до новых встреч!